Какая красота, ребят. Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые гости канала. Сегодня буду готовить вкуснейшую пиццу. А получается она таковой не только из-за начинки. Все дело в тесте и в способе его приготовления. Ну и, конечно же, не последнюю скрипку в оркестре будет играть соус. В самом начале нам нужна миска. Приготовим с вами опару. Для этого мы возьмем стакан молока. Точно такой же стакан теплой воды. Теперь сахар, столовая ложка. Хорошенько размешаем, чтобы растворился сахар. Все, отлично, сахар разошелся. Теперь добавим дрожжи. Все это дело вот так мы перемешаем. И теперь оставим в таком виде примерно минут на 5. Все готово, продолжаем. Теперь добавим соль, чайная ложка. Масло 50 мл. Маргарин 35 грамм. Все это хорошенько надо перемешать, маргарин размять. Все готово. Теперь мне нужна мука. Место готово. Переливаем все в муку. И теперь потихоньку вымешиваем тесто. Чем мне нравится этот способ, друзья, пока мы подготовим начинку, пока мы все нарежем, тесто уже будет готово. Получается очень мягким, очень воздушным, ребят. Теперь переложим в миску. Накрываем полотенчиком. И теперь, друзья, самое время заняться начинкой. Пока моя помощница нарезает начинку, друзья, мы с вами приготовим соус. Для этого необходимо 300 грамм томатной пасты. Возьму где-то около 200 миллилитров теплой воды, друзья, но всю выливать я ее не буду. На этом этапе нужно, в общем, как говорится, пристреливаться. Доводим до консистенции чуть-чуть, чтобы она была более жидкой, чем сметана. То есть все это делается на глаз, сразу ее всю не выливайте. Немножко вылили, размешали, посмотрели, еще я добавляю. Все, и теперь буду вымешивать. Так, ну я думаю, наверное, совсем каплюшку еще я добавлю. Все, достаточно. Ну вот видите, сколько. Тут примерно грамм 100 у меня, наверное, ушло. В общем и целом. И вновь все перемешиваем. Вроде бы как сметана, но немножко она все-таки пожиже. Сегодня, смею отметить, ребят, размешиваю я не железной ложкой. По просьбам телезрителей, которым не очень нравилось, как я стучу железной ложкой по стеклянной миске. Далее добавлю сахар, 2 столовых ложки. Теперь надо все хорошо размешать, чтобы сахар весь полностью растворился. Все отлично перемешалось, все растворилось. Теперь нам необходим чеснок. Здесь примерно средняя головка чеснока. Берем пресс для чеснока и все выдавливаем прямо в миску. Чесночок на месте. Сюда же мы добавим буквально чайную ложку смеси перцев. Я возьму, друзья. Можете взять и смешать красный перец с черным перцем. Тоже будет очень хорошо. Далее базилик. 3 столовые ложки. И 50 миллилитров масла. И все тщательно перемешиваем. Какой аромат, друзья, какие запахи стоят, вы не представляете. Это просто бомбический соус получается. Вообще стоит сказать, что секретом этой вкуснейшей пиццы со мной поделилась моя сестренка любимая. Ирусик, привет тебе. Тесто всегда получается очень вкусное, воздушное. Самое главное, тесто быстрое. Пока мы сейчас все вот это закончим, тесто уже готово и можно продолжать. Все, ну сил терпеть уже нету, ребят. Ароматный соус получился у нас. Просто бомба. Все, друзья, великолепнейший соус к нашей будущей вкуснейшей пицце готов. Теперь начинка у нас уже тоже готова. Пока я замешивал соус, супруга нарезала все, что нам необходимо. Сегодня в качестве начинки у меня будет сыр, колбаса вареная, копченая, как положено. Ну и самый гвоздь программы — это грибочки собственного производства. Вырастили мы их сами и сами же пожарили. Помидорки обязательно.
и соус, собственно, который мы приготовили. И теперь настало самое время начать собирать вкуснейшую пиццу. Тем более, что тесто, я уверен, уже готово. Приступаем. Смотрим, что у нас получилось, ребят. О, красота. Прошло буквально, друзья, я не знаю, минут 25 от силы, пока мы все нарезали, пока я приготовил соус. Ну, как вы видите, тесто уже готово. Все, теперь нам нужно немножко присыпать здесь все это дело мукой. Такое нежное, все аккуратненько. Это ж надо все теперь выложить на стол. Ну, просто воздушное. Да, тесто получается у нас божественное. И тесто, и соус. Сестренка у меня уже не 1 год занимается тем, что печет пиццу, поэтому у меня даже не было сомнений, что все получится просто отлично. Так, красота. Теперь необходимо разделить на 3 части. Вот так я это сделаю. Осторожно, аккуратно. Куски у меня получились почти одинаковые или одинаковые не совсем. Разные формы, друзья, разный размер противней, поэтому и так, с прицелом пока все нормально. Для первой формы мне понадобится средний кусок теста. Все, возьму, наверное, еще немножко муки. И раскатаем его с вами, как положено. Ну, легкое, как пух, вы не представляете. Ну, в принципе, когда приготовите, поймете, о чем речь. Смотрите, в принципе, пузырьки эти видно даже. Просто растягиваем, не придавливая при этом скалкой. Теперь я перекладываю тесто в форму. Первая пицца у меня будет классическая, друзья, поэтому делаем ее в круглой форме. Сейчас сделаем несколько проколов. Сильно часто это делать не надо. Ну, достаточно вот так. Теперь нам необходим соус. Наш волшебный. Так, наверное, будет неудобно. Возьму ложечку. Примерно вот так. И распределим все это по коржику. Теперь возьмем сыр. Сомневающаяся группа поддержки говорит хватит, значит хватит. Так, на этом этапе, друзья, я срежу лишнее тесто. Лишнее срезал. Теперь в освободившейся участке точно так же я досыплю сыра. Теперь ничего не мешает. Я, конечно, немножко не так сделал. Ну, вы уже посмотрите, учитывая мои ошибки, сделаете правильно, как должно быть. Друзья, я думаю, сестренка на меня ругаться не будет, когда будет смотреть мой ролик. У меня сегодня такая начинка, друзья. В принципе, все ограничивается вашими пристрастиями гастрономическими. Начинка может быть любой. Основная идея ролика это в том, чтобы показать, как мы приготовили соус, как мы приготовили тесто, от чего пицца становится просто божественной. Первая заготовка готова, друзья. Теперь разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем примерно на 15-20 минут. Там уже ориентируйтесь по своей печке. Вкуснятинка наша готова, друзья. Ну, по-моему, самое время отрезать себе кусочек и попробовать. Какая красота, ребят. Ну что, ребят, ваше здоровье, пробую. Это просто фейерверк, ребят. Это не передать. Нежное тесто. Яркий насыщенный вкус соуса. Начинка. Тесто получилось, друзья, очень нежное. Несмотря на то, что мы раскатали его очень тонко, оно получилось исключительно воздушное. Буквально просто тает во рту. Соус, конечно, божественный. Он такую приятную нотку кислинки придает. И все вот эти специи, травки разошлись. Просто бомба. Обязательно приготовьте, друзья, пиццу по этому рецепту. И уверяю вас, в пиццерии больше вы ее не будете заказывать никогда. Если рецепты видео вам понравились, друзья, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Этим вы очень поможете продвижению и развитию канала. До встречи в новом видео. Здоровья вам и вашим близким.